Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Сегодня у нас в ангаре на обзоре М3Y, американский тяжелый танк, прокачиваем, проходная ветка 8-го левела, ветка Йоха. Вот такой вот замечательный агрегат, вот, мне танчик нравится, интересная машина, ну и полноценный гайд-обзор сегодня по этой тачке, и начнем мы, конечно же, с бронирования. Погнали. Итак, коллижен модель нашего Йоха. Видите, у нас вся броня корпуса ВЛД, НЛД закругленная, мыльница такая. Ну и давайте глядеть. НЛД по центру 159, снизу 165 рикошет, вот эти часть 162, здесь уже 173, краевые 206. Конечно, НЛД слабый, что тут даже говорить. Ну, стоит чуть рембануть, здесь у нас прибавится рикошет, но здесь наоборот ослабится, здесь ну такое. Ладно, верхнюю часть смотрим. ВЛД, клюв 223, 225, 234, а это уже хорошо. Да, удар какой-то будет держать тяжелых танков 8-го левела. Центральная часть 227, здесь 243, 236, 240, рикошет 250. Ну, короче, ВЛД у нее достаточно сносная. И большинство снарядов обычных, не голдовых, это ВЛД будет выдерживать прямых попаданий. Вот под таким углом. Касаемо башни. Начнем с маски орудия. Маска орудия. Центральная часть 280, внизу 275, 500, 275. И в принципе, как для маски, это крепко. Кругляшок 334. Вот эта щека, нижняя башня. Давайте. 287, 290. Вверху 276, 300. Тоже себе неплохо, как для восьмерки. Здесь 320. 275, 347, 398, 400, 500. Короче, нет ослабленных зон. Верхняя часть 100 мм, там по 300 хороший угол наклона приведенной брони. Вот, лючок. Лючок у нас дырявый. Вот, 75 мм приведенки в нижней части 142, в верхней 136. Но, слава богу, что он находится сзади. И если мы будем играть от УВН, то его уже будет достаточно плохо видно, но все равно видно, потому что тут обрезано низ. Вот этот еще. Ну тут вот броня есть, да. Но все равно, если бы здесь было чуть побольше, мы, может, даже закрывали бы лючок. Боковое бронирование 88,9. И, конечно же, у нас он еще под углом. Бок находится. Атаковать он, конечно, будет исправно. Ну вот есть какие-то щели. Нижняя часть, кстати, по всей длине нижняя. Вот самое-самое, где крепление катков, да, по низу бьется. Но это прям настолько тоненько, вверху уже все. Выцелить будет тяжело. Вот такое вот бронирование. Так, с броней разобрались. Давайте глядеть основные модули. У нас здесь прилагается стоковая пушка. Давайте все три откроем, поглядим их, сравним их. Вот. Значит, что здесь мы видим? Мы видим сток с альфой 240, как и при топовое орудие, но очень маленькое пробитие, быстро заряжается, безусловно, в принципе, неплохая точность, сведение более-менее, но, вот это бронепробитие, что на основном, что на голдовом снаряде, про эту пушку забываем и, соответственно, сравниваем при топовую и топовую. Я, кстати, если вы видите, даже не изучал топовое орудие, сейчас объясню почему. Да, здесь альфа нищий, 240, а здесь 320. Но пробитие на основном снаряде здесь 223 на голде, вообще 290, здесь 208 и 245. Заряжается эта пушка быстрее, естественно, да. Точность у нее лучше, сведение лучше. Соответственно, только из-за бронепробития, пусть даже с более нищей альфой, я все равно выбрал это орудие и даже не стал изучать топовое. Потому что бронепробитие решает. И вам рекомендую катать на этой пушке, даже не изучать топовую. По башне. Сток топ. Сами видите, броня во лбу. А это важно. Поэтому, ну, плюс 10 метров обзор. Соответственно, башню нужно будет изучать как можно тоже быстрее. Рация, естественно, 745 метров. Здесь 410 нужна. Здесь у нас 675 лошадей. Здесь 600.
12% подвижности прибавит. И здесь у нас, значит, скорость поворота 28, здесь у нас скорость 26, плюс 2 градуса в минуту у вас... Подождите, там в чем измеряется-то? Я постоянно все путаю. В чем? 28 секунд, правильно. Ладно, полевая модернизация. Я еще не качал, но предвижу следующее. Вездеходная ходовая. Сводится у нас орудие, в принципе, комфортно, менее 2 секунд, поэтому точность улучшаем. Звукоизоляцию, защиту и тяжелый танк от фугасов арты. Ну и вторым слотом, не знаю, можно и мобильность, можно и огневую мощь, но я бы поставил мобильность, потому что я и оборудование поставил во второй слот, турбину, поэтому на мобильность бы полевой модернизации второй бы слот взял. Закалка, турбина, досел. Считаю, что этому танку больше ничего-то и не надо. По снарядам основной у нас это подкалиберный, летит невероятный 1250 метров в секунду, комфортная скорость полета снаряда на основном, вот с таким бронепробитием. И 290 у нас кумулятивный голдовый, 900 летит, что для кумулятивных снарядов в принципе приемлемо. По снаряжению ремка, аптечка, огнетушитель автоматический, 4 члена экипажа, перки вы сейчас перед собой видите в табличке. Вот, по УВН у нас все шикарно, минус 10. По ХП 1600, чуть меньше, мы же на закалке. 1700 было бы идеально, но 1600 тоже сойдет. Вот, вперед 44, назад 17, почти 16 лошадей на тонну удельная мощность. Едет он вполне себе бодро, на турбине, конечно же. По обзору у нас 420 метров, это тоже хорошо. Очень хороший обзор. 400, у нас не меньше 400. Вот, по плюсу и минусу машины. Нормальная подвижность, интересное бронирование ВЛД от борта тоже нормально. Там есть ослабленные зоны, но ее выцеливать тяжело. Невероятно крепкая башня. Ну, есть ослабленное место в лючке, но все равно по броне плюс. По обзору плюс. ПХП стандарт. Вот, ну, по пушке одни только плюсы. УВН есть, хорошая скорость полета снаряда есть, бронепробитие есть. Все. Да, нищая альфа. Ну, ничего страшного. Ладно, едем в бой, пробуем этот танчик М3Y. Погнали. Так, обзор боем у нас. М3Y, тяжелый американский танк 8-го левела, проходная прокачиваемая ветка. Попали все так девяткам и десяткам. Придется запотеть сейчас. Эх, сетапчик. Ничего там. Ух, давно не видел. 114 СП2, редкий ПТСАУ китайский. Фош у них, Е4, фаза, конь, Т-95. Вот это сейчас будет у нас бой. Поехали занимать позицию, никому и не уступим, надеюсь. А мы вон еще летят. Голдой в НЛД не пробили. Пробили. Не пробили. Вот такой вот конь. Давай, ассист у нас нормально. Синица. Вот, пробили, надо же.
Пробили. У нас ассист 1000 по гусенице. Да, повезло. Не пробил. Пробитие. Коника. Будем бить. Будем. Куда он денется? Голда, правда, закончилась. Да. У этого монстра мы никак. Да. 268 на счет летает. И зеленки ничего положительного не происходит. Слушайте, ну суммы 2500 уже. Для нас, для 8-го левела в бою с такими монстрами, это результат. Куда это, родной? Вот. Еще шотик. Все, отправили. Слушайте, ну мы монстр 8-го левела. Да. Ну в НЛД вообще никак, да? Не хочет пробиваться. Нормально там Леон поработал в тылу врага. Ладно, стоим, пердим. Что могли, мы уже в этом. О, глюк пробили. О, мы Т-95 победили, ребят, мы герои, все. Имба, танк, всем брать, всем качать. Ну, вы сами видите, что происходит. Просто уничтожаем всех. Сумма 4К против десяток. Просто, причем сетап сложнейший. Просто сложнейший. Так, Е4 что, поедут там фармить? Здрасте. Все. Арта. Не, ну а как? Все. Пацаны, имба. 3К против десятки. Ну это все не успеем. Ну ладно, хороший бой. 3000 дамага, 1140 ассист, итого 4200. На восьмерке против девяток и десяток. Хороший результат. Это повезло еще очень много, конечно. Т-95 сбрили через люк. А коня разобрали практически в соло вообще его. Расфармили. Нормально. Фазу побили. Так, что это у нас? Мастера дали. Вот так точно. Мастера мы любим. Вот мастеросы взяли. Второе место по урону. Да, десяточки наши все понюхали бебру. А хороший ли это танк? В принципе, неплохая, достаточно неплохая крепкая башня. Вот.
можно сказать, ДПМное орудие, неплохая подвижность. Ребят, у кого есть эта тачка в ангаре, вот, пишите свои комментарии, как она вам в целом, для пацанов, которые только на нее будут садиться, например, пробовать, какое вы используете оборудование. Как по мне, танк по пятибалльной системе 4 с минусом, на 4 он все равно не вытянет, в моем понимании, вот. Ну, играбельная машина, что, у ВН есть, все есть у этого танка для нагиба. Ставьте лайкос, подписывайтесь на канал. Я говорю, до скорых встреч, пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.